Всем привет! Вы на канале Вкусно на кухне с Ильей и Еленой. А сегодня мы с вами готовим очень вкусный пирог с грушами. Для пирога нам понадобится форма. Я взяла форму, простелила ее пергаментной бумагой. Бока мы смазываем маслом. Можно растительным, можно сливочным. Далее нам понадобится 140 грамм муки, 10 грамм крупной соли, лучше морской, и 4 грамма разрыхлителя. И все это хорошенечко нужно перемешать. Тесто будет ощутимо соленым, пусть это вас не пугает. Далее берем 2 яйца и взбиваем их миксером. Сюда же добавим 80 грамм сахара, можно использовать коричневый. В это же время включим духовку для нагрева на 180 градусов Цельсия. А также подготовим 50 грамм растительного масла без запаха и 50 грамм растопленного сливочного масла. Растираем до кремового состояния. Можно использовать электрический миксер или просто венчик. Теперь добавляем и наше растопленное сливочное масло. Растительное масло. А также сюда нужно добавить 80 грамм молока. И опять все перемешиваем. Добавляем сухие ингредиенты, муку с солью и разрыхлителем. И пока растираются все ингредиенты, мы с вами подготовим груши. Вымоем, очистим, удалим сердцевину, лучше брать твердоватые груши. Далее нарежем их тонкими ломтиками. Я для этого пирога взяла 900 грамм груш. Готовое тесто, теперь приступаем к соединению с грушами. Груши мы разделили на 2 части, одну большую, одну маленькую. Эту часть мы выложим сверху на пирог, а эту мы добавим сейчас в тесто. Высыпаем все груши и аккуратненько смешиваем. Перемешиваем полностью, чтобы все груши соединились с нашим тестом. Готово. И теперь перекладываем в приготовленную заранее смазанную маслом форму. У нас получится потрясающий грушевый пирог, в котором совсем немного сахара. При желании его и вовсе можно заменить на сахарозаменитель. А теперь сверху выложим остаток груш, которые мы оставляли сбоку. Главная фишка нашего пирога в соли. Соль тут как секретный усилитель вкуса. Соль убирает приторность и создает невероятную, изысканную пикантность, раскрывая на максимальный вкус груши с невероятным, приятным и богатым послевкусием. Ну а верх пирога по желанию можно присыпать либо с сахаром, либо корицей. Ну вот, теперь отправляем пирог в духовку, нагретую на 180 градусов, примерно на 40 минут. Духовки у всех разные, так что внимательно следите. Посмотрите на эту красоту. Для вас небольшой секрет. Если сверху лежат груши, идеального румянца ждать не стоит. Сочные фрукты этого не дадут. Хотите поджаристую корочку, просто включите верхний гриль на пару минут в самом конце. Хотя наш пирог и так очень красивый. Наш пирог по бокам. И будем его аккуратненько доставать. Посмотрите, какая получилась красота! Я его посыплю сейчас сахарной пудрой. Слегка, чтобы он у нас стал еще более аппетитный.
Посмотрите, какой чудесный, аппетитный и душистый пирог у нас получился. Пробуйте делать такой же пирог. Обязательно напишите в комментариях, понравился он вам или вы бы, может быть, что-то хотели заменить. Мы всегда с Ильей читаем все ваши комментарии. Обязательно вам ответим. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. А кто смотрит не подписанный, подпишитесь. Ну а на этом пока-пока!